Осторожно, магия! Кто пытался навредить тебе? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. И сразу же мне показано. Ребят, вы сами, в принципе, обладаете большой-большой интуицией. У кого-то есть магические способности. Это у нас уже не единожды выпадало в сигнификации. Кто-то из вас даже знает, либо же подозревает, что вы обладаете такими способностями. Люди тоже, в общем-то, окружающие каким-то образом знают о ваших этих способностях. Может быть, вы кому-то говорили. Может быть, действительно сбывается то, что вы пожелали людям, там сказали, подумали, да, может быть, сбываются ваши вещи, сны, о которых вы кому-то рассказывали. Ну, то есть люди уже так начинают настороженно к вам относиться и, может быть, даже немножечко побаиваются. На вас, давайте-ка сейчас я коротко хочу просто посмотреть. Здесь есть женщина. Женщина, которая, у кого-то проиграется она сейчас, может быть, с вами еще рядышком, да. У кого-то это прошлая женщина проиграется, но которая тоже имеет либо же магические способности, да, ну то есть она сама могла что-то делать, либо к кому-то ходить. И на вас это точно так же отбилось. Поэтому, ну поскольку это просто сигнификация, более подробно мы будем дальше смотреть, то, в принципе, ребят, я бы сказала вам задуматься. Если у вас у кого-то есть подозрения, если есть какие-то признаки магии, да, я уже много раз об этом рассказывала. Это проблемы по здоровью, непонятно какое ощущение, могут не находить проблем врачи, могут у кого-то быть по личной жизни проблемы, то есть вы не можете, допустим, долго создать новые отношения, там, либо же вы ищете работу и не можете найти длительный период. Ну, то есть у кого-то может несколько причин, ну, проблем таких вот быть. Поэтому задумайтесь, и кому нужна помощь, добро пожаловать на диагностику. Телефон под видео. Вы человек работящий и, может быть, работаете даже не один, ну, здесь как команда. Может быть, вы сидите несколько человек, кто-то в кабинете, у кого-то смена какая-то, да, может быть, я не знаю, это фирма небольшая. Опять же, вас много, работа у всех разная. Ну, то есть, очень тесно вы пересекаетесь, вот, ну, пара-тройка человек. Может быть, это сменщик ваш, да, либо еще какой-то коллега, с которым вы очень тесно сотрудничаете. Вы человек, который, в общем-то, если чего-то захочет, вот вы просто упретесь и с места не сдвинетесь, пока, ну, как бы, это я сейчас немножко утрирую, пока своего не добьетесь. Вы настолько будете упертый, да, вот пока вы не достигнете, чего вы хотите. Как бы вас ни отговаривали, что бы вам ни говорили окружающие, либо близкие, вот вы задумали, вот я сделаю так и так. И никто не сможет сдвинуть вас. Вы вообще, в принципе, тяжело меняете свое мнение. Вот если вы приняли решение какое-то, здесь уже все, назад дороги нет. Ну, разве что, ну, какой-то форс-мажор, что-то такое непонятное, что-то из ряда вон выходящее должно произойти, чтобы вы поменяли свое мнение. Вы живете больше будущим. И причем, вот то, что мне очень нравится, да, много среди вас, те, которые разошлись, там, развелись, разбежались просто, может быть. Но вы не потеряли вот какую-то надежду в то, что вы встретите новую женщину. Хотя вы пережили очень большую боль, да, вам очень тяжело давалось собирать себя по крупицам. Вот то, что вы пережили, но это действительно была ситуация из ряда вон выходящая, из которой все равно вы выкарабкались. Кто-то сейчас еще может находиться в таких расстроенных энергиях, если это свежий развод был, очень скоро вы выкарабкаетесь, потому что вы, ребята, сильные, у вас все получится. Ну, единственное, если на вас есть магия, то, конечно, проблемы с личной жизнью будут, если ее не снять. Поэтому здесь задумывайтесь. Подозреваете, не подозреваете, это уже
как говорится, только нужно на диагностике проверять. Вы человек романтичный, вы умеете красиво ухаживать за женщинами. Вы умеете совершать, может быть, какие-то даже такие рыцарские поступки, что ли, за что женщины, ну, просто были в восторге от того, как вы умеете ухаживать. Может быть, вы умеете даже какие-то слова такие, знаете, вот красивые, нежные, ласковые слова говорить, от которых женщины тают. Ну, то есть вы обладаете такими способностями, что если вам захочется, в общем-то, вы можете вскружить голову любой женщине. Именно даже с помощью слов, каких-то красивых жестов и так далее. Так, что еще? Вы очень щедрый человек, хотя я не скажу, что вам деньги с неба падали, вы зарабатывали все исключительно своим трудом. Но, знаете, вот деньги вас особо не радуют. Что вас радует? У некоторых жизнь как будто вот подвисла, потому что рядом нет женщины. Потому что вот без женщины как-то, ну вот не то, все не то и все не так, да. Деньги-то есть, да, вот есть где жить, там у кого-то машина может быть. Ну, то есть нажили достаточно. Но абсолютно не радует, да, потому что нет любимой единственной. Вы человек сильный, вы человек, за которым можно быть как за каменной стеной и, в общем-то, не беспокоиться ни о чем. Женщины, которые были с вами, они это тоже знают. И, ну, так скажу, может быть, кому-то будет интересно, те женщины, которые были с вами и которые уже остались в прошлом, они кусают локти, потому что потеряли достойного, сильного мужчину. Но сегодня не об этом. Итак, давайте-ка в общих чертах посмотрим, кто пытался вам навредить. Уже в начале расклада я немножечко рассказала, да, что, в принципе, это ваша бывшая зазноба. Но, опять же, у кого проиграется, потому что это общий расклад. Однозначно, женщина, которая на расстоянии пыталась вам навредить, она моложе вас, она такая, знаете, любительница гулянок, сходить направо-налево. У кого-то, может быть, были даже у нее вредные привычки, то есть могла там с бутылочкой пообниматься, она, может быть, даже не расстается с этой самой дымящейся палочкой, да, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, то есть, знаете, вот она любительница погулять. Во всех смыслах слова погулять. Хоть с подружками, хоть с мужчинами. Вот она сама по себе, она не семейная. Это вы более такой были практичный. Вам хотелось как-то вот больше серьезности. Да? Вы, когда сходились с этой дамой, вы имели более серьезные планы, да. У нее такого не было. Вот она свободная, как в поле ветер. Она хотела всегда вот делать, что хочу. Куда хочу, туда лечу. Давайте-ка уточним, что она делала и, ну, сама или не сама. Здесь любовная магия, 100%. Любовная магия, ну, здесь даже не обсуждается, ребят. Ей нужно было своего рода избавление, чтобы, ну, реально, я сейчас скажу такие вещи, которые, может быть, кого-то шокируют. Но здесь тот случай, ну она 100%, какая же она продуманная, какая же она, боже, как же ей не хватает свободы. Она с вами, смотрите, почему она это делала? У кого-то, может быть, проиграется, вот сейчас вы еще проживаете с этой женщиной, поскольку это общий расклад. Здесь нужна была стопроцентная свобода, потому что вы не давали ей того воздуха, о котором она мечтала. Вы, может быть, кто-то пытался ее как-то, ну, там, усадить, ну, не то чтобы усадить дома, ну, старались, может быть, говорили ей, что вот, вы там хотите с ней больше время провести, чтобы она как-то больше дома, с детьми, может быть, сидела. А ей это не нужно. Ей не нужно сидеть дома с вами, с детьми. Ей нужна свобода. Вот, гуляночки, подружечки, вот, вот. Ей нужно было плясать, веселиться, да, там мальчики, грубо говоря, подключились. Поэтому ей нужно было вас немножко устранить. Устранить. И тогда бы она осталась со свободой, с нажитым имуществом, со всем,
с теми вещами, с которыми она себя очень комфортно чувствовала. У кого-то из вас, смотрите, ребят, я сейчас еще хочу уточнить, здесь есть два вида магии. У одних из вас здесь более серьезный момент, да, но здесь скорее оно отразилось у вас по здоровью, вот именно очень серьезные проблемы. Чтобы устранить, я уже это озвучила, да, чтобы просто туда к праотцам, грубо говоря, отправить человека. На ком-то из вас есть любовная магия. Давайте сейчас уточним. Да, вот, чтобы у вас не получалось ничего с женщинами. Это была месть уже после того, как вы разошлись. Вот, вы связаны по рукам и ногам, и ни одна женщина не может к вам не подойти, да, либо же те женщины, которые пытаются с вами начать отношения, как будто вот что-то отбрасывает, отталкивает от вас, да, вот вы как будто опутаны, да, то есть никто к вам не прорвется, а если прорвется, то очень быстро отлетит от вас, потому что у вас вот преграды, вот эти вот как пута, понимаете, я пытаюсь просто таким очень простым языком вам пояснить. То есть это было сделано, вот именно у кого любовная магия, это было сделано уже скорее после того, либо когда вы разошлись, либо когда, вот-вот она понимала, что вы разойдетесь. Это маленькая такая пакость была, да, хотя это на самом деле не маленькая, а очень большая пакость. Чтобы вы остались один, никому не нужный, чтобы у вас больше не было женщин. Поэтому подумайте, у кого есть проблемы в личной жизни, но здесь нужно... реально, я никого не агитирую, да, я как бы просто озвучиваю информацию. Кому захотите, к тому обратитесь. Кто захочет ко мне на диагностику, пожалуйста, телефон под видео. Так, кто еще вам вредит? Может быть, еще кто-то пакостит вам? Смотрите, опять-таки мне показана женщина. Все беды от женщин, правда, ребят? Есть такое выражение. Здесь может проиграться у кого-то любовный роман, когда-то был, либо же интрижка. Но тогда вы были еще не свободны. Вы могли жить уже в токсичных отношениях. Вы могли уже понимать, да, что толку не будет там с вашей семьи, либо с вашей женщины. Вы понимали, что очень скоро вы расстанетесь. Поэтому мы не будем разбираться, по какой причине вы завели себе интрижку на стороне. У кого-то это отдушина была, кто-то влюбился, неважно. Поэтому, смотрите, эта женщина, с которой вы романили, что и требовалось доказать. Это женщина, с которой вы романили, опять же, либо же сама, либо к кому-то ходила. У всех по-разному проиграется общий расклад, не забываем. Я постоянно делаю акцент, что это общий расклад. Потому что я смотрю по комментариям иногда, не все это понимают. Когда вы пишете, у меня такого нет, я не знаю такую женщину, ребят, значит, это не ваш расклад. Все очень просто. Поэтому, просто смешно такое читать. У кого была такая интрижка, смотрите, женщина однозначно либо сама занималась магией, либо же кому-то ходила. Но здесь магия была скорее приворотного характера. Увести вас из семьи. У кого-то, может быть, даже были такие мысли. Вот именно подействовала эта магия. Может быть, даже кто-то ушел из семьи. Может быть, вы даже поставили точку. Вернее, даже не так. Поскольку у вас были уже токсичные отношения, плюс еще здесь это приворотная магия, да, от этой вашей женщины на стороне. Это был такой толчок своего рода. Это был уже толчок. Вы все равно бы разошлись рано или поздно, потому что если бы вообще, вот изначально, если бы у вас все было хорошо в семье, вы бы никогда не изменяли. Я не беру во внимание где-то там под шофе, да, когда сам себя потом ругаешь и так далее. Хотя это я тоже не оправдываю. Я противник измены. Но это совершенно другая ситуация. Просто вам хотелось счастья, да, вам хотелось любви, нежности, тепла. Поэтому и пошли, может быть, на сторону. Поэтому я не исключаю варианта, что кто-то из вас вот именно резко ушел из семьи, либо же поставил точку просто в отношениях.
Первый заговорил о разводе, об уходе, именно вследствие воздействия этой магии, да, потому что женщина сделала так, чтобы вы ушли. Это делаются либо привороты, либо отвороты, разная магия. Это у нас просто я в общем говорю, да, то есть магическое воздействие было. Более подробно это мы уже смотрим на личной диагностике. Поэтому знаете, кто-то из вас ушел под воздействием магии. Эта женщина еще скучает за вами. Кто-то сейчас с ней может быть. Кто-то, возможно, даже уйти-то ушел, но у вас не особо получилось, потому что там мастер-дилетант мог быть, да, то есть мастер, который, ну, либо же она, если она сама это делала, могла, ну, не очень хорошо сделать, что-то неправильно, да, какие-то ритуалы, может быть, не те слова сказала, ну, в общем, ошибки наделали, поэтому из семьи-то вроде как ушел человек, но ничего хорошего не получилось. Еще я вам скажу так, ребят, то, что я вижу, да, я думаю, тоже вам будет интересна эта информация. Мне не очень нравится еще одна женщина. Вот у нас сегодня женщины идут. Эта женщина тоже каким-то образом была, может быть, есть еще у кого-то в вашей семье. Но это не кровная родственница. Это скорее женщина, ну, очень на тещу похожа. Тещенька дорогая, да? Так вот, ну, недолюбливала она вас. Я думаю, вы ее тоже. Я сейчас уточню. Она хотела своей доченьке намного богаче мужа. Вот ее не устраивало то, что вы давали вот такой вот распрекрасной царице дочке. Поэтому она тоже либо же сама могла этим заниматься магией, либо же к кому-то ходила, чтобы вас развести. То есть у всех по-разному проиграется, ребят. Но знайте, у многих из вас есть магическое воздействие. У многих то, что я вижу. Но есть и те, которые не верят. Да, вы периодически можете задумываться, но есть и которые не верят. Так, скептики, да? Но я вам скажу так, ребят. Ну, здесь даже, это даже не обсуждается. Здесь есть магическое воздействие у многих ребят. У многих. Много холостяков, очень много. Смотрите, я скажу так, вот резюмируя. Если вы все оставляете вот на самотек, да, там скептик, вы не скептик, может быть, кто-то не хочет это снимать, у кого-то нет времени, средств, там, неважно. Если это все оставить, ситуация меняться не будет, она будет ухудшаться. То есть по здоровью будет ухудшаться. Черная полоса еще станет чернее. Личная жизнь точно так же, да, ну то есть это будет исключительно ваш выбор. Я просто вот говорю, как оно есть. А решать уже будете вы. Либо вы отпускаете вообще все и всех и живете сами с собой, да, до конца жизни. Либо же вы это все снимаете, и жизнь начинает потихонечку налаживаться. Потому что, ну, как бы вы ни говорили, что да мне никто не нужен, да, вот есть такие мужчины. Но покайфуете вы какой-то период для себя, да, а потом что? А потом захочется к кому-то прижаться. Хочется, чтобы тебя кто-то прижал, приласкал, обнял, поцеловал, да. И независимо от того, что вы много чего умеете, да, вы приготовите, постираете, поубираете, но это все не то. Хочется рядом иметь родную душу, правда? Поэтому, мои дорогие мальчишки, у кого есть подозрения, пишите. Будем разбираться с вашими проблемами. Кто принимает решение вот жить, как оно идет, так и идет, это тоже ваш выбор, и я его уважаю. Это ваше решение, ваша жизнь. Поэтому, мои хорошие, вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!